Привет всем! Сегодня у нас ролик душеуспокоительный. Будет котик, вот он занят охотой. Будет кормление лебедей с руки. Посмотрим розы в нашем саду. Потом будут наши любимцы, очередной выпуск. И хит плавание с лебедями. Мы посмотрим, как лебеди плавают с Ириной. А я снимал. Они со мной тоже плавают, но это сниму в другой раз. Итак, что у нас будет? Сейчас будет кормление лебедей с руки, как это начиналось. Я не буду комментировать. Там будет плеск воды, там будет чавканье лебедей, там будет наш разговор с родственником, там Дима будет в кадре. И просто шум природы. При этом съемка очень красивая, кадры такие открыточные. Поэтому комментариев не будет. Вы просто смотрите. Причем эта съемка вот этого процесса, она довольно длительная. Под нее можно релаксировать. Или, если станет совсем скучно, можно пропустить и перейти к следующим разделам. Очень рекомендую посмотреть про плавание с лебедями. Кот Вилли, как всегда, он поначалу, когда приехал на дачу весной, еще как-то себя сдерживал. Сейчас это просто кошмар нашей жизни. Вот минимум 3, а чаще там 5-6 мышей за день. Это просто какой-то ужас. Он не дает им ни одного шанса. Где он их находит, как он их умудряется там доставать, просто уму непостижимо. Пшеница была рядом, ничего удивительного. На поле была пшеница, ее уже убрали, но вот, видимо, это стимулирует. Сейчас кукуруза, которая тоже любимый продукт. Эти съемки где-то июньские. Вот видите, еще розы еще не... даже это самое начало июня, скорее, конец мая. Еще гортензии, метельчатые гортензии не начали цвести, которые я показывал в прошлом ролике и которые буду показывать впредь. Как они меняют цвет от белого к красному. Для тех, кто не знает, где это все происходит, это Австрия, Каринтия, озеро Асиахерзе. Вот видите, там кот занимается на левой половине, а на правой половине лебеди. То есть они сосуществуют, при этом стараются не пересекаться. Потому что у них сложные отношения, про это есть несколько видео на канале, кого интересует. Посмотрите. Итак, кормление с руки. Вот что за пальцы-то хватаешь? А она почему-то не может взять. На. Не, кавалера, но более боя. Ты побольше щепоть-то. Не, он слишком много набрал. Что ты смущаешься? На. На ты. Голубка. На. Да ладно. Кокетничай. Не, поменьше немножко, ты слишком много, да, вот немножко поменьше, и вот это, и ей давай, она более это. На. Вот так. Не нравится. На. Может, у тебя пальцы невкусные. Вот так, она, знаешь, она за палец дергает, и горошки вот так. Но она не больно, да? Не, пока нет. Хорошие. Ладно, бросим. Они вот так им привычнее. На. Пылесос. На. Так им привычнее. Вон еще одна. На тебе. Видишь, они не то что берут с руки, она дергает, у тебя просыпается. Да? Просто взять, Да.
Великолепно. А что, ты снимаешь? Не нравится. Ну что ты шипишь-то? Не нравится. Вот голубка, она более такая вот, быстрее соображает. Она тоже, она не шипит, а что она делает? Она так. Она вот пошустрее гораздо. Все-таки Он голубь, голодный, он он такой, шипит, он он даже- консервативный. Они, похоже, перья меняют. Все такие взъерошенные оба. Мгм. У них линька, скажем так. Нет, она говорит, давай я буду делать. Он не умеет. Знаете, вам это тоже. Ну вам-то здесь. Там утки. Там тоже. Ты это, экономь. Экономить. Экономь, да. Сейчас опять заказывать надо. Заказывать, это не продается. Нет, это из Германии У приходит. вас есть это же, целый По- мешок. По почте приходит. Нет, целый мешок они не хотят есть, им не нравится. Едят. Ну, им не нравится, они так, не очень довольны. А вот это у них просто вот Тогда хватит. деликатес. Ну хватит, все, идите траву щипать, дорогие. Все. А то так все сожрете. Да, а то банку там на раз. Калорий много будет, фигуру потеряете. Будь здоров. Да. Пылесос. Точно, смотри, вот перья, видишь? Перья Там меняют. валяется. Да, они много лежат на поле, они сейчас старые скидывают, новые у них. Оперение к осени меняют. Будут белые-белые. Ну, у них периодический процесс. А сейчас даже заметно и на поле, да, на поле полно перьев, таких больших. Что? Ладно, вам не хватит ли? Эй, Да хватит. голуби мира, Ну, они идите, еще это и- ели. идите Они немножко достаточно. траву пощипайте. Маленькая утка гоняет большую. Но это не утка, это водная курица. Но все равно она большую утку гоняет. Ну, а у нее характер, потому что. Там еще двое эти самые. Приумолкли сейчас. Ну, вот эта процедура кормления с руки, она стала постоянной. Причем, если голубка, она так, она понимает, что можно вот из банки насыпать, можно просто бросить по-всякому. А голубь почему-то предпочитает брать с руки. Я теперь, у него заложник, Хорошая. он ждет, когда именно я ему вот рукой дам, чтобы можно было меня пощипать. Вот интересно. Это на самом деле, это не больно, у них там никаких зубов острых, ничего такого нет. Такое шершавое что-то. Ну, интересно, на самом деле, ощущение такое своеобразное. Но вот голубь почему-то настаивает, чтобы каждый раз при кормлении у нас состоялся с ним вот такой контакт. Вот, я ему даю, и вот он так делает. Он щипает, чтобы горошки упали вниз. Ну, интересно. Ладно, сейчас новости нашего сада. Розы. Ну, это, честно говоря, не совсем новости. Это тоже конец мая где-то. Когда было буйство роз. Сейчас розы остались, но, конечно, уже не в таком количестве. А здесь разные виды. А вот эти, которые розы такого розового цвета, они очень хорошо пахнут. Желтые там, которые рядом с ирисами, они тоже очень хорошо пахнут. Красные меньше, там запах более тонкий. Ну, вообще. А я очень люблю нюхать цветы специально. Ну, там приходится наклоняться особым образом, как-то там добираться. Но это того стоит. В начале весны там сирень нюхаем, а потом вот розы.
Удивительный цветок. А вот это такие большие кустовые. Они почти не пахнут, но они очень красивые. Надо будет в Вене. Я в этом году как-то не попал в Вене, в Розарий. Там народный парк, и рядом с народным парком есть розарий большой, красивый. На открытом воздухе. У меня в одном из роликов есть немножко совсем. Но там просто такое огромное собрание роз. Все это, там и запах, и буйство красок. Я постараюсь следующей весной туда обязательно специально съезжу, чтобы снять розы. Ну, красивый цветок. Король цветов. Роза. Вот эти цветы, кусты, смотрите, красный и белый справа, они очень красивые, сейчас уже, к сожалению, отцвели, но всю весну нас радовали, и начало лета это было. И рядом с ними вот эти очень роскошные розы, конечно, они очень хорошо пахнут, и такие большие бутоны. Про наш сад будет большой отдельный фильм, и там все растения Ирина все озвучит, как это все, что называется, какие сорта. Я ее заставлю, ибо очень много пожеланий чего-то такого есть. Вот смотрите, цвет какой красный, просто малиновый просто. И это куст. Красота, конечно. И это все меняется. То есть вот Ирина смогла подобрать так растения, чтобы какие-то цветы, какие-то такие яркие краски были на участке весь сезон. От апреля и до глубокой осени. А теперь плавание с лебедем. Вы смотрите, как это происходит, а я вам расскажу про наших гостей и котика Вилли немного. То есть вот Дима, он такой большой, там 1,90 м, крупный. И он сидел, они приехали утром, котик утро проводит на крыше гаража, он спит. Вот он спускается с крыши, через террасу заходит, вот как ни в чем не бывало, ни о чем не подозревая, подходит к дивану. И тут понимает, что кругом враги, что он попал в засаду. И вот с ним просто вот в глазах ужас, он подпрыгнул вертикально вверх, развернулся на 180 градусов и стал эвакуироваться. Пол скользкий, там плитка скользкая, лапы скребут, пузом на плитку, задними лапами как-то он умудрился. Вот Ирина пытается за хвост ее хватить, это у нее такие шутки. Вот. Короче, котик пулей вылетел, за долю секунды вылетел на террасу, там сел и стал смотреть. Ну, потом он еще пару дней кокетничал, хотя он всех знает прекрасно, все приезжали уже не один раз, все его кормили, все его гладили. Но котик, вот он не таковский, к нему надо подход деликатный, надо сказать, представить, дать понюхать руку. А вот так, чтобы взять и посадить, и чтобы он неожиданно, нет. Так не работает с котиками. Ну вот смотрите, да, они плывут вместе. Сейчас лебеди взяли моду. Раньше они только меня сопровождали, когда я на доске плыл. А сейчас просто вот плаваем. Ну, Ирина они вообще любят. Но сейчас стали и меня. Поначалу я думал, как бы не щипнули. А потом понял, что нет, они просто так, это у них игра. И они сопровождают, пока плывешь, а рядом подплывают. Ладно, сейчас у нас будут наши любимцы. 17-й альбом. Вот это у нас Вебстер, хозяин Гай Кларк из Калифорнии. Красавчик. А вот это тоже хозяин Гай Кларк, Сергей Сергеевич, в честь композитора Прокофьева. Гай музыкант. Вот это у нас валенок язычник.
хозяйки Жаны. Ну, очень сладкая парочка, конечно. А вот эта посылка пришла в город Бостон. Дефал и Кики. Вот прислали в посылке хозяева Татьяна, Ольга и внуки Гарик и Арик. Вот видите, посылка дошла хорошо. А это у нас Мишель и Бетси, хозяева Елена и Александр из Хайфы. А вот это у нас царица Зоя, хозяйки Людмилы. Ну, корона, видимо, там, в шуфляде. Итак, плаваем. Вода уникального цвета. Вот озеро, это называется Turkish Blau. Цвет такой изумрудный. Цвет воды зависит от кругом горы, от направления, с которого светит солнце, от облаков, от многих факторов. И цвет озера Асяхирзе, он меняется. Иногда он принимает просто вот красивейшие такие оттенки. А вода чистая абсолютно, то есть ее проверяют регулярно. Ну, вот видите, это голубка у нас помогает. А там лебедь-голубь, он слева. У нас лебеди имеют такие имена: голубь и голубка. Про это тоже есть на канале множество роликов про это семейство. Они у нас уже давние друзья. Ладно, на этом все. Надеюсь, вы смогли расслабиться, отдохнуть. Подпишитесь на канал, включите уведомления и успехов вам!